Всем привет, дорогие друзья! Есть у меня вот такие бусинки амазонита. Посмотрите, какие красивые бусины по цвету. И есть у меня вот такой кулон. Коннектор с двух сторон петельки. Кто со мной давно, помнит, наверное, я делала украшение очень интересное. Этого украшения уже нет в наличии. И я решила сделать еще одно, не менее интересное. Пока мне пришла такая идея, я решила с вами поделиться. Может быть, и вам будет полезна эта информация и пригодится вам. Так как здесь в кулоне видно ободок золотого цвета, я буду делать с золотой фурнитурой. Фурнитура вся будет с покрытием золота. Есть у меня вот такие две бусины очень красивые. Я показывала такие бусинки. Хочу их тоже поставить. Будет красиво, наверное, смотреться. Ну и вот такие бейлы мне понадобятся. Тоже с покрытием золота. Маленькие, аккуратненькие. Несколько штук мне понадобятся. Ну и буду украшения я делать на мемори проволоке. Сейчас я подготовлю материал весь и будем делать вместе. Буду я делать на мемори проволоке золотого цвета. И примерно вот посмотрите, как я обрезала проволоки. С одной стороны мне нужно загнуть, маленькую петельку сделать. Вот я беру круглогубцами, загибаю. И теперь мне надо это еще согнуть, чтобы она была маленькая-маленькая. Мне петелька здесь абсолютно не нужна. Она не будет видна. Я надеюсь, как бы ее спрятать. И хочу вот такую шапочку, колпачок надеть. И посмотрим, как же она будет. Петелька прятаться будет или не будет. Мне нужно ее спрятать. Ну вот немного можно еще зажать, чтобы она была более плоская петелька. И немного вот так я сделаю. Вот посмотрите, видно вам, да? Как я зажала. И теперь в это отверстие вот так заходит. И ее практически не будет видно. И теперь я буду набирать бусинки. Наверное, вот такую поставлю бусину, чтобы шапочка легла на нее хорошо. Вот так. Ну и сейчас я наберу несколько бусин и покажу вам дальше. Так как впереди я хочу делать подвески, почему я вам показала бейлы, я буду между бусин проставлять вот такие бейлики. И к ним мне нужно сделать не совсем длинные. Они будут у меня разной длины, подвесочки. И я сейчас покажу одну подвеску, как я буду ее крепить. Подвески у меня будут на тросике. И сейчас я покажу, как я буду их собирать. Беру я кримп, надеваю, и мне надо его зажать. Примерно оставляем сантиметра 2, чтобы потом провести в бусинки. И закрываем кримп примерно, чтобы он был посередине, зажать его. Ну вот не получилось у меня посередине, ничего страшного. Теперь я вот так сгибаю кримп. И здесь я буду набирать самую маленькую бусинку сначала. Потом я буду проставлять вот такими бусинками. Вот такие резные бусины. 2 миллиметра, по-моему, они. Вот такие вот бусинки между голубыми. И вот так будут смотреться эти бусинки. Они переливаются из-за этого рисунка, который находится на бусинах. Они сверкают. И вот видно вам, да? Теперь нужно провести ювелирный тросик. И вот так будет на конце просто кримп. Я его не буду закрывать никакими шапочками, обжимными бусинками. Вот, посмотрите. И набираю еще несколько бусин. Теперь я буду побольше ставить бусинку. Сейчас я найду. Вот так я набрала. Вверху будут крупные бусины и внизу маленькие. Теперь я беру кримп, ставлю кримп и провожу в бейл. И сразу опять вывожу обратно в кримп, в бусинки.
Ну и еще в эту бусину вторую вывожу тросик. И теперь поджимаем тросик вот так. Ну и сильно не надо зажимать, чтобы оно не закрутилось, чтобы вот так висели подвесочки. Они не должны у меня висеть прям ровно. Я не хочу на нитки собирать. Я решила так сделать. Вот я оставляю здесь какое-то пространство, миллиметра 2. И зажимаю кримп. И обрезаю тросик. Этот хвостик прям под корень. Все, у нас получилась вот такая подвесочка. И теперь я буду ставить такие подвески. Я сейчас их сделаю, сколько мне нужно. У меня не будет здесь симметрии. Я буду набирать, как мне понравится. Вот, посмотрите. Вот так будут стоять бейлы. И я думаю, может быть, под бейл поставить бусинки, чтобы бейл был посерединке, да? Я поставила бисер 8 размера. Будет поддерживать. Можно ничего не ставить, но я думаю, так будет лучше все-таки. Бейл будет по центру стоять. И теперь я буду набирать дальше бусинки. Вот так вот. У меня будет впереди подвесочки. Вот сейчас я наберу набор и покажу. Вот посмотрите, как у меня получается. Посмотрите, как красиво будут подвесочки висеть. И здесь у меня еще будет кулон. Но я его потом в конце прикреплю, так как здесь еще есть петельки. Я кулону просто на пинах, на штифтах собрала вот так. И здесь я хочу уже подвесить вот такие бусинки. Самая длинная будет часть, центральная. И поэтому у меня вот такая идея. Немного асимметрия будет. И украшение будет застегиваться, крепиться впереди. И сейчас я вам все покажу, как же это будет выглядеть. Сейчас я буду набирать дальше бусинки и показывать вам. Вот такой набор у меня получился. Я поставила 4 бусины. Это 12 миллиметров. Между ними ажурную бусинку, колпачки по краям и посередине бусин, между бусин. Гематитовые бусины вот такие. Очень хороший цвет. Но они, видите, не прокрашены хорошо, но этого не видно. Главное, у нас торец бусины хорошо прокрашен, и отличный цвет подходит именно и к бейлам, и к этим ажурным бусинкам. Чтобы не было у меня яркого лимонного цвета, я стараюсь подобрать все в тон. И теперь сзади, где будет шейка, я буду ставить бусины 8 миллиметров. И я хочу их проставлять вот такими маленькими гематитовыми бусинами. Тоже золотой цвет. И я думаю, будет это самое правильное решение. И теперь я наберу бусины 8 размера до, наверное, нужной длины. Вот как у меня получилось. Я набрала все равномерно, чтобы это было по бокам. Теперь мне нужно прикрепить застежку. А застежку я хочу вот такую поставить. Знаем, такие листики очень красивые, посмотрите. Нравятся они мне очень. Выглядят просто замечательно в украшениях. И я обратила внимание, что я заказывала, не помню даже уже, в одном этом магазине или в другом. Посмотрите, что они закруглены в разные стороны. Вот есть в одну сторону, да, в одну. А эти, обратила внимание, у меня симметричные получились. И я хочу поставить именно вот эту, которая заходит в эту сторону. Она мне именно подойдет в мое украшение. И, а еще обратила внимание, вот посмотрите, по размеру даже.
Одна больше, другая меньше. Наверное, это разные были магазины, а может быть и один, я вот не помню. Так, вот эту я оставляю. И хорошо, мне она подойдет. Я потом расскажу, почему. Здесь я поставила промежуточные бусины позолоченные. И так как здесь есть петелька, я провожу в эту петельку. И с этой стороны я тоже ставлю такую же бусинку. Я сейчас посмотрю, как она будет здесь держаться, застежка. Я думаю, отлично будет держаться. Она открывается. И почему я здесь поставила две маленькие бусинки? Так как я буду раскрывать ее и потом крепить к этим бусинкам. Все увидим в конце. Вот так будет. И теперь мне нужно набор сделать примерно на этом расстоянии и закрутить петельку. Набирать я еще буду такие же бусины 10 миллиметров. Ну и на конце, наверное, поставлю так же вот, как и здесь. Это 6, по-моему, миллиметров. Вот так у меня получается. Посмотрите, как я набрала бусинки примерно. Чтобы было вот так. Я так и хотела, чтобы расстояние именно здесь было между двумя рядами. Еще подумала я, здесь можно было, наверное, поставить и магнит, как скрепляющее звено. Но он у меня маленький. Есть такие магниты, наверное, в стразиках и покрупнее по диаметру, чтобы здесь было расстояние между бус. Возможно, такое тоже крепление. Ну и теперь мне нужно все это подтянуть. И здесь сделать петельку такую же, как и с этого края. Сейчас я это сделаю и вернусь к вам. Сделала я петельку маленькую. Ее и не видно, она прячется в этом колпачке. Прикрепила я кулончик. И теперь мне осталось прикрепить вот эту подвесочку. Я отодвигаю так петельку и вставляем кулон. И украшение мое готово. Берем, раскрываем листик и крепим именно там, где вот эти две маленькие бусинки. И закрываем. Вот так получается, как я и планировала. Листик идет закругление в эту сторону, где у меня кулон. Ну а здесь, когда будет висеть под тяжестью, это будет внизу. Здесь ничего не нужно делать. А вот эту часть немного загнуть наверх, чтобы немного было вот так. Ну и обязательно, конечно, посмотрите фотографии, как это будет все смотреться на мне. Я надеюсь, такая идея вам понравилась, таким украшением. Вот такое украшение у меня сегодня получилось. На мой взгляд, оригинальное и необычное. Очень красиво смотрится. Посмотрите обязательно фотографии, как оно выглядит на мне. Ну и это украшение будет у меня в магазине на ярмарке мастеров. Украшение сделано с качественной фурнитурой. Вся фурнитура с покрытием золота. Я думаю, такая идея вам понравилась. Напишите мне, интересно ваше мнение. Будем общаться. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Много интересного у меня впереди. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.